Всем привет! Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Правительство должно исполнить данное решение до конца текущего года. Однако председатель правительства оговорился, что отменять будут не все нормативные акты, а лишь те, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают ее экономику. За последние почти 30 лет в России были приняты новая конституция и тысячи законодательных актов. При этом нормативная база советских времен, как правило, либо не действует, либо не оказывает существенного влияния на регулирование жизни россиян. Что же спустя столькие годы заставило власть взяться за старое законодательство? Как видно, несмотря на единичность применения советских актов в наши дни, по логике правительства, они мешают нормальному развитию страны. Возможно, это так. Однако, странно, что при принятии законов новой России о существовании более раннего законодательства в парламенте никто даже не задумывался. То, что правовая база столетней давности камнем тянет на дно российскую экономику, звучит не очень убедительно. Поэтому, возможно, что все дело в личных амбициях председателя правительства. Последний хотя был даже уже и президентом России, но, видимо, останавливаться на этом не собирается. Действительно, своим поручением Дмитрий Анатольевич установил рекорд по количеству приложений к документу. Последние включают в себя более 20 тысяч актов и содержатся почти на 2000 страниц. За такой серьезный труд реально можно получить Нобелевскую премию, ну или в крайнем случае звание юрист столетия. Вместе с тем, идея об отмене советских актов также может иметь геополитическую цель. Как известно, декретом советской власти от 31 декабря 1917 года Финляндии была дарована независимость. Таким образом, отмена данного советского акта обеспечит России не только экономические выгоды, но и помешает планам НАТО по расширению влияния в Европе. Кстати, следующим шагом правительства могла бы быть отмена правовых актов царской Руси. Ведь некоторые из них также отрицательно сказываются на экономике нашей страны. Так, отмена решения императора Александра II о продаже Аляски Америке помогла бы Российской Федерации устранить эту историческую ошибку. Безусловно, действующие советские правовые акты нуждаются в приведении в порядок. Однако нанесение вреда экономике страны – это, пожалуй, не самый лучший критерий для принятия решения об их отмене. Ведь если эти акты действуют, то от них зависят чьи-то жизни и судьбы. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях о том, что вы думаете об отмене советских актов. Спасибо за внимание. Пока.